Привет, друзья! Вы на канале Классная рыбалка с Алексом. Друзья, сейчас мы с вами выбрались на канал, на речку такую, на небольшую. Ну, то есть ширина буквально 10 метров. Но не смотрите на ширину. Несмотря на то, что она относительно небольшая, она весьма глубокая. То есть тут глубина до 2,5 метров достигает. Вот. И самое интересное, друзья, в этой речке мы будем ловить линя. Тут его вполне хватает. Но, правда, бывает клюет, бывает не клюет, но линь здесь есть, друзья. Значит, смотрите, будем ловить двумя поплавочными удочками. Один заброс, одну я брошу на максимальную, ну, для этого места глубину где-то 2,20, а вторую положу ближе к берегу на свале, где-то на глубине 1,80 м. Будем ловить, пробовать ловить на червя и на опарыша. Ну и, собственно говоря, там будем уже смотреть, на что будет клевать. И будет ли клевать вообще. Надеюсь, будет. Линя нужно всегда ловить с прикормкой. То есть линь любит прикормку. Но сегодня мы будем ловить откровенно по-деревенски. То есть когда у тебя ограничено прикормки, точнее по средствам, мы не будем использовать там различные волшебные какие-то специальные покупные прикормки, друзья. А мы возьмем вот такой вот кулек сухарей, размочим их. И дальше все манипуляции вы увидите, что мы с ними будем делать. Для начала размачиваем сухари. Взяли с речки воды и сюда, ребята, высыпаем вот такой вот кулечек сухарей. Все сухари должны быть смочены, и оставим мы их в таком вот положении, ну, буквально там на 5 минут. Замочим для начала. Друзья, ну смотрите, собственно говоря, этот самый хлеб у нас уже такой размяк, сухари размякли, соответственно, сейчас сюда мы добавляем секретный ингредиент прямо из водоема. Это глина и песок. Можно грязь, неважно. Пропорция 1 к 1. Для чего это нужно? Чтобы скатать такие тугие эти самые шары с грязью, с песком, с глиной, которые при забрасывании на течение сразу не раскиснут, а упадут на дно и будут потихонечку растворяться и, соответственно, создавать след. Сделаем это. Друзья, взяли лопату, добавили глины с берега, все это тщательно перемешаем с хлебом, такую массу. Ну, хотя куски хлеба, естественно, тут будут. И вот эти комья сейчас позакидываем вместо ловли рыбы. Добавили сюда еще глины, получились такие тугие шары, и теперь ими закормим еще. То есть, как бы, дно закармливаем не жалея. Почему? Это, по большому счету, слой грунта. Здесь 3/4 это земля, если не больше. Все, закормили. Теперь оставляем вот в таком положении где-то минут на 20-30. Друзья, для рыбалки возьмем такую болонскую удочку. Ну, на самом деле, катушка здесь такая простенькая стоит. Но удочка с кольцами, значит, болонская. Вот. Ну, принцип будет использования здесь. Катушка играет роль не больше, не меньше наматывания лески. И все. То есть, фактически, это плюс-минус глухая снасть в результате получается. 5-метровочки здесь более чем достаточно. Я бы даже сказал, что 4 метров здесь бы вполне хватило для рыбалки. 6 метров на таком водоеме шириной там 10-12 метров даже избыточно. Поэтому 5 будет в самый раз. Поплавок здесь, друзья, вот обращаю внимание, используется вытянутой, как для стоячей воды. То есть поплавок я не переделывал. Хотя на самом деле здесь, конечно, уже шарообразное или веретено такое короткое больше бы подошло для ловли на течение. Ну, это моя карасевая удочка. Она прекрасно подойдет и для ловли. Карасевая удочка для ловли в стоячей воде. Ну, я думаю, что она подойдет здесь и для медленного течения в том числе. Так, смачиваем леску.
И сейчас поставлю глубину здесь ориентировочно 1,80 м для этой удочки. Ну, вот такой глубины вполне здесь будет достаточно. Крючки, друзья, я использую, обращаю ваше внимание, ориентировочно 6 номер. Эта удочка у меня будет на опарыша, а ту я на червя засажу. И посмотрим, на что будет клевать. Друзья, ну вторую удочку мы насадим на червячка. Линию нравится червяк. Как бы на червя он клюет практически всегда. Но сегодня мы решили попробовать и опарыша, и червяка. То есть посмотрим, на что будет брать. Червь на самом деле это, как правило, беспроигрышный вариант. Еще очень важно при ловле линя, друзья, подхват. Без подхвата очень-очень-очень сложно. Я свой подхват сегодня забыл. Все, теперь ожидаем поклевки. У линя очень специфическая поклевка. То есть рыба сначала так несколько раз может колыхать поплавок, буквально поднимать, опускать совсем чуть-чуть, буквально там на миллиметры какие-то, а потом плавно утаскивает в сторону. То есть рывков у него не бывает, там, чтобы резко раз или там раз там выложил. Ну, хотя иногда выкладывает, но, как правило, это чуть-чуть приподнял, опустил и повел в сторону на глубину. Вот на этой удочке, на червяке, такие легкие потяжки были. Как приподнимает, приопускают. Вот это похоже на поклевку линя. Ждем. В течение 2 минут туда-сюда приподнимал, опускал буквально на несколько миллиметров. Потом выложил сантиметра на 2 и чуть потянул вниз и бросил. А это вот идет. Мог уже сдернуть червя. Вот, ребят, вот. Это линь. Хороший ленек такой, грамм 300, может больше. Нет, ребят, грамм 400, вот он. Опа. Вот, друзья. Где-то такой вот товарищ оторвал крючок. Блин. Шикарная рыба. Шикарный. Кайф, друзья, вообще. Блин, друзья, эмоций вообще масса. Блин, это потрясающе. Ребят, это впервые, когда целенаправленно вот поймать линя на вот такую ерунду. Именно целенаправленно выехал на линию. Правда, ну как бы и поймал его буквально на муть. Круто вообще. Взял, друзья, на червя. Пока я тут перенасаживал удочку, он взял. Класс вообще, эмоций масса, друзья, просто масса.
Боец он знатный, конечно. Вот буквально там 400 грамм без подхвата. Как назло, сегодня забыл подхват. Ну, боец, конечно, вообще знатный. Ну что, друзья, наша рыбалка подошла к концу. Сегодня линь был, скажем, прямо неактивным. Ну, то есть постоянная смена погоды. Да и по большому счету уже дождь неделю где-то лупил у нас здесь. И сегодня единственный денек, который выдался такой более-менее солнечный. Но при этом с обеда натянуло тучи, прекратился ветер. В общем, опять перепад давления начался. И рыба вообще наотрез отказалась клевать. Если когда я приехал, там 2 леневые поклевки были, и одну мы реализовали, вы это видели, то где-то ориентировочно с 3 часов, да, наверное, с полчетвертого просто отрезала, и вот до самого вечера никаких поклевок по большому счету не было. Ну, как-то так. Посмотрим на наш улов. Поймал одного ленька. Вон он, такой небольшой товарищ. Ну, небольшой, но прикольный. Рыба, конечно, интересная, рыба, конечно, классная. Ловить ее очень интересно. Когда тянешь, то сопротивляется рыба очень сильно, напоминает чем-то по сопротивлению сома, то есть давит на дно. Как бы, и очень своеобразная, конечно, в рыбалке, в улове. То есть тут сложно сказать, знаете, какой-то дать четкий рецепт по ловле линя, да, то есть однозначно требуется прикормка, однозначно клюет он, как я убедился, сегодня, например, был отличный опарыш, на опарыша не брал, клюет вот избирательно на червя, на навозного червя. Как-то так, друзья. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился видос, ставь класс, подписывайся на канал и до новых встреч, друзья, на рыбалках. Пока.